Больше всего мы ждали на обзор новинки именно от Atwell и наконец-то дождались. В этой коробке находится облегченная версия пылесоса серии F16 с приставкой Fast Clean в названии. Но обо всех преимуществах поговорим чуть позже, а пока давайте посмотрим, что есть внутри. Открываем коробку и знакомимся с комплектацией. Тут лежит основной блок в сборе, подсоединяемая ручка с кнопками, турбощетка с щетиной для ковров, ключ рукоятки, адаптер питания, ёршик для чистки и инструкция на русском языке. Емкости для чистой и грязной воды установлены с завода. В контейнер для чистой воды помещается 550 мл, а в аналогичный резервуар для грязной 450. Крепится спереди, плотно прижимаясь за счет резиновой проставки. Главное убедиться, что вставили емкость до щелчка. Контейнер для чистой воды находится сзади. Одно его наличие уже говорит о том, что F16 Fast Clean не просто размазывает грязь по полу, а действительно моет его, потому что грязная вода не остается на полу. Но это мы уже проверим в тестах, а пока глянем, что из себя представляет щетка и как заменить ее при необходимости. Чтобы извлечь валик, инженеры предусмотрели специальное крепление, которое буквально в пару действий помогает подготовить пылесос к уборке пола или ковра. Теперь к рукоятке. Она вставляется сверху, также до щелчка. Крепится вполне надежно и случайно точно никак не выпадет, а если понадобится вытащить, воспользуйтесь ключом. Из вариантов управления 3 кнопки. Верхние отвечают за включение и регулировку мощности, а нижний курок за подачу воды. Можете сами выбирать удачный момент для смачивания валика. А чтобы процесс мойки был эффективнее, воспользуйтесь моющим средством, которое отдельно можно докупить на том же сайте Atwell или на маркетплейсах. Оно справляется с уборкой разных покрытий, плюс, если верить информации, противостоит микробам. Теперь пройдемся по характеристикам. Начнем с того, что, как я уже и говорил, новая модель пылесоса — это облегченная версия предыдущих моделей F16. Она весит всего 3 кг 600 грамм. Для примера, F16 Ultimate, обзор на который у нас тоже есть, весит целых 4 кг 900 грамм. Но при этом, если верить вот этому списку, на производительность это вообще никак не повлияло. Высота в сборе тоже радует, потому что в процессе не приходится сгибаться в неудобное положение. Внутри компактный и долговечный BLDC мотор, который как раз и позволил уменьшить вес и размер, и при этом улучшил его мощность. Пылесос развивает максимальное давление до 11,5 кПа, из-за чего легко всасывает любой мусор. Отследить уровень батареи и прочего можно по индикаторам встроенного дисплея. Например, там показана выбранная мощность и сервисные сообщения. Для удобства F16 Fast Clean оснастили функцией самоочистки. После уборки достаточно активировать эту функцию, и пылесос сам очистит валик и промоет патрубки. Главное не забывать убрать потом валик, чтобы не было неприятного запаха, потому что зарядная станция конкретно этой модели не предусматривает сушку. Но перед очисткой валика, разумеется, нужно убраться, чем мы сейчас и займемся. Первым у нас идет входной коврик, на котором предварительно уже высыпан мусор. Для уборки будем пользоваться щеткой для ковров. Как видите, все лишнее оказалось внутри пылесборника. На щетку намоталось немножко волос, но при этом их довольно просто убрать даже без специальных ножей. Вот так Atwell F16 Fast Clean справляется с уборкой на плитке. Вне зависимости от того, что ему предстояло собрать или вымыть, результат более чем достойный. Даже не потребовался дополнительный проезд. Теперь проверяем, как обстоят дела с оттиранием пятен на ламинате. Да, времени понадобилось чуть больше, но главная цель — чистый пол — выполнена. Что касается уборки вдоль плинтусов, в отличие от F16, щетка доходит буквально до самого края. Это улучшение избавляет от жирной полоски пыли вдоль стен, которая раньше оставалась неубранной. Результат видите сами. Да, если как в нашем случае что-то разлить, все равно придется пройтись на всякий случай салфеткой, но если речь идет о будничной уборке пола, этого делать, конечно же, не придется. Ну и что же, озвучим вывод.
Видно, что инженеры из Atwell провели большую работу над оптимизацией и без того хорошей линейки моющих пылесосов F16. Конечно, немножко не хватает интегрированной сушки валика в зарядной станции, но в целом это не критичный минус. Учтите, что полноценный моющий пылесос это не то же самое, что и обычная вертикалка. Если планируете мыть, скажем, под мебелью, вряд ли у вас это получится, потому что даже если попробовать лечь вместе с пылесосом, он вряд ли куда-то поместится. Да и по правилам эксплуатации делать так нельзя, чтобы вода вдруг не попала в моторный отсек. В целом это почти никак не влияет на качество уборки, но все же стоит проговорить. Зато есть функция парковки. То есть, если вам нужно поднять что-то с пола, не придется идти к зарядной станции, искать опору или показывать чудеса акробатики. Можно просто отклонить ручку в сторону валика. Чтобы продолжить, просто придерживаем ногой и тянем на себя. Дизайн остался таким же универсальным, без каких-то смелых цветовых решений и прочего. Это довольно хорошо, особенно учитывая, какими мы привыкли видеть современные квартиры. Не хотелось бы, чтобы пылесос забирал лишнее внимание. В остальном мы имеем добротный аппарат, который как минимум в наших тестах без проблем справился с поставленными задачами. Причем вне зависимости от выбранного режима пылесос не давит на уши, потому как уровень громкости не превышает 70 дБ. Это можно сравнить со звуком работы, например, хорошего робота-пылесоса. При условии, что все это стоит не дороже 20 тысяч рублей, устройство явно не может остаться без внимания. А на этом сегодня все. Не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить, делитесь впечатлениями в комментариях, ну и до встречи в следующих видео.